Всем привет, меня зовут Оскар, с вами канал IT Verdict, и сегодня мы поговорим о необычном проекте, на который я наткнулся совершенно случайно. Однако потом, более подробно ознакомившись с ним, даже предложил разработчикам этого творения сделать обзор на их сервис, я не знаю, как это назвать, в общем, дальше поймете. В общем, речь пойдет о D-Sonic RealPhones или же калибровке наушников. Скажу сразу, что дальнейшая информация будет полезна в первую очередь тем, кто непосредственно занимается музыкой в той или иной форме. Итак, что же это за проект, для чего он нужен, постараюсь объяснить как можно проще и понятнее. D-Sonic RealPhones представляет собой набор инструментов, реализованных в виде плагина, и умеет этот плагин следующее. Во-первых, выравнивает АЧХ наушников, и думаю, этот момент объяснять не нужно. Все наушники обладают в той или иной степени не идеальными амплитудно-частотными характеристиками, и на графике могут наблюдаться различные пики и резкие спады. Плагин выравнивает эти значения, нейтрализуя неравномерности на спектре частот. Во-вторых, плагин создает сцену. Это значит, что в стереопространстве наушников инструменты будут позиционироваться таким же образом, как и при прослушивании музыки на мониторах. Как объясняет это сам разработчик, в наушниках инструменты звучат слишком раздельно друг от друга, и это приятно на слух. Но если вы попытаетесь свести трек, то инструменты, которые в музыкальной композиции в наушниках будут звучать раздельно, при прослушивании на колонках окажутся слишком скученными. И в-третьих, это эмуляция акустики студийной контрольной комнаты. Для полноценного сведения в наушниках нужно иметь представление о том, как материал звучит в реальном помещении, и плагин позволяет сделать это посредством эмуляции. Ну и как же это все устроено? Для начала инженеры проекта проводят необходимые измерения различных наушников и, опираясь на результаты, создают под каждую модель так называемый усредненный профиль, который вносит необходимые правки в сам звук. Также есть возможность выслать команде проекта конкретно свои наушники, чтобы вам составили индивидуальный профиль непосредственно под ваш образец. Сам плагин работает следующим образом. Вы устанавливаете его и после отправляете машин Hardware ID и модель ваших наушников разработчикам. Список поддерживаемых моделей пока не такой уж и большой, но постепенно пополняется. Лично я решил протестировать плагин на имеющихся у меня HD668B от SuperLux. После этого разработчики высылают вам либо триал-версию лицензии, либо в случае вашей оплаты, соответственно, полную лицензию для плагина, а также профиль под ваши наушники. Вся работа по настройке плагина делается по подробной инструкции, ссылка на которую будет в описании. Важным и очевидным моментом является то, что его необходимо вешать на мастер уже после всех остальных плагинов обработки, анализа и прочих. В общем, самым последним. Сам плагин выглядит следующим образом и позволяет помимо профиля коррекции вручную менять большое количество параметров, а также выбирать различные пресеты. Описывать все это будет слишком долго, плюс подробная информация есть в инструкции, поэтому поделюсь именно своими впечатлениями. Как вы, наверное, знаете из обзора, на HD668B это отличные наушники для прослушивания музыки. У них хорошая детальность, однако они все же красят звук. Это является в некоторой степени плюсом именно для прослушивания музыки и для получения от нее удовольствия, однако для работы это не очень здорово. После применения данного плагина в FL Studio звук стал более сухой и нейтральный, а окрашивание и искусственное насыщение звука наушниками пропало. Ради интереса я воспользовался данным плагином и при простом прослушивании музыки в плеере, поскольку его можно использовать и как VST плагин, прикрутив, например, к тому же фубару. В результате все те же изменения. Звуки стали нейтральнее, наушники стали звучать сухо и появилась возможность слушать треки и оценивать их сведения и прочие параметры. Также для теста я брал DT770 Pro и получил с ними тот же результат, разве что только с той разницей, что звучание наушников с плагином отличалось от исходного уже определенно меньше. То есть по сути наушники плюс данный плагин с профилем под них при отсутствии мониторов способны их заменить. В общем, вот такой вот интересный проект. На странице ВКонтакте, кстати, у D-Sonic также располагается много полезных обсуждений и материалов на тему сведения, аранжировок и мониторинга, подробное интервью о работе плагина, а также все необходимые материалы для его настройки. Все ссылки, естественно, будут в описании, и если вы музыкант, а ваши наушники уже есть в списке поддерживаемых, то строго рекомендую опробовать бесплатную версию на 14 дней. И далее вы уже самостоятельно сможете принять решение, нужно вам оно или нет. В общем, ребятам с D-Sonic респект, желаю их проекту развития, а я на этом с вами прощаюсь. Спасибо за внимание, надеюсь, этот выпуск был для вас полезным, возможно, интересным. Если это так, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, оценивайте видео, как считаете нужным, и увидимся с вами в следующую среду. С вами был канал IT Verdict. Пока!